Привет, друзья! В этом видео мы заканчиваем этюд, который не успели доделать на природе в прошлый раз, и заканчиваем его теперь дома. Значит, что нам тут осталось сделать? Мы в прошлый раз заложили цветовые пятна основные, чуть-чуть проработали задний план и чуть-чуть поработали над серединкой нашего пейзажа. Остается все это только оформить в более приличном виде, то есть, что я имею в виду, больше деталей добавить, побольше нюансов, разобрать эти наши цветовые пятна более подробно, многогранно, постараться сделать поцветнее их, разнообразнее, и чтобы они сочетались друг с другом. Ну, в общем, по ходу дела я все буду рассказывать. Я решил записать голос отдельно, потому что мне так проще, когда работаешь и пытаешься что-то объяснить, не всегда это получается хорошо. Ну вот, потому что неинтересно никому слушать человека, который замирает на какое-то время своей речи, а творческий процесс, он подразумевает как бы достаточно серьезное погружение в каких-то моментах, и тяжело в эти моменты что-либо объяснять зрителю. Ну а раз уж я решил записывать голос отдельно, то и видео будут в следующем ускоренные раза в 2. Так и быстрее, и время больше экономится. Сейчас прорабатываем дальний план. Делаем его более интересным, разнообразным и по цвету, и по своим контурным очертаниям. То есть более детальным. Хотя нужно помнить, что тоже усердствовать в заднем плане слишком сильно не надо. Вот. Особенно, мы знаем, что тут перед этим местом, где я сейчас рисую, будут у нас, собственно, еще располагаться елочки, сосенки. Вот. И поэтому задний план тут просто более детально я сделал. И вот маленькие небольшие элементы, которые мы в прошлый раз не стали делать, сейчас прописываются. То есть это вот эти вот две сосенки, которые отчетливо там видны на фотографии. Вот они очень такие живописные, красивые. Их просто непременно надо сделать посимпатичнее и подетальнее. Почему подетальнее вот их именно нужно делать? Ну смотрите, потому что у нас сзади светлое пятно, небо. Вот. Обычно на таких контрастах, светлые и темные, очень четко видны все детали. Вот присмотритесь в окошко, гляньте, там на светлом небе всегда видны четче и листики, и веточки, и дальние планы, и близкие планы. Вот поэтому в таких вот элементах нужно, конечно, подетальнее прорабатывать работу. Сейчас вот я занялся средним планом. Прорабатываем травка. Травка очень красивая, такая живописненькая, она там и в цвете симпатичная, и по своим вот, вообще мне нравится такая. Я вам уже, по-моему, в прошлый раз говорил, что у меня стоят в вазе несколько таких травиночек, и они очень симпатично смотрятся дома. Ну и на природе, соответственно. Вот, накладываем тени, делаем их более объемными. Тут нужно помнить, что это уже у нас средний план, поэтому тени могут быть чуть-чуть позвонче в цвете, и в тоне. То есть
уже больше контраста нужно добавлять. Ну, конечно, самые контрастные звонкие цвета, яркие и вообще необычные цвета, они, как правило, на первом плане. Ну и на среднем плане тоже они должны присутствовать, иначе ваша работа будет рассыпаться. Потому что если у вас цветной перед и абсолютное отсутствие разнообразия цветов на средних и задних планах, это просто некрасиво будет смотреться, это нужно учитывать. Вот, если обратите внимание, то рисуя какую-то вещь, вот, например, сейчас я рисовал тень от травы, которую делал, и практически сразу, ну, тут срезка, она вот буквально 5 секунд была. То есть я практически сразу перешел на прописывание деревьев среднего плана. Почему вот так кисть как бы скачет с одной стороны картины на другую? Вот именно дело в том, что разнообразие именно таким образом и достигается. То есть переносятся цвета с одной стороны, ну не обязательно с одной стороны на другую, да, но просто поддерживаются где-то красивые цвета. Вот вам нравится, например, вот в этой травке было чуть синевато-зеленоватого цвета в тени я делал, и я решил ее тут же поддержать в дальних деревьях этим же цветом. Вот. Это придает интереса вашей живописи, и она сама по себе перестает быть однородной. То есть, рисуя какую-то часть, вот вам нравится какой-то участок, но он будет блекло смотреться, если в целом вся работа блеклая, поэтому цвета нужно эти поддерживать. Возможно, не конкретно этими же цветами, какими-то оттенками. Вот, например, у вас синяя тень травки, сине-зеленая в листиках, где-то там подальше, еще там в следующих моментах. И вот так вот, как мозаичка, собирается ваша живопись потихонечку, становится приятной взгляду, и зритель уже не просто смотрит на пейзаж, а уже может путешествовать по непосредственно вашей работе. Эти сосенки очень важны нам композиционно, поэтому я их постарался прописать чуть подетальнее, несмотря на то, что они далеко находятся. Вот, но тем не менее они на фоне неба. Вот, они у нас занимают весомую роль в нашей композиции. Вот, и на них акцент в том числе должен делаться и в прописывании деталей. Параллельно как бы продолжаем работу над ближним планом. Вот. То есть какие-то оттенки сосенок, если вы обратили внимание, уже тут я перенес сюда. Старайтесь иметь побольше палитру, или большую, или несколько ячеек небольших, такие для акварели специальные продаются палитры. Для чего это нужно? Чтобы каждый цвет новый набирать отдельно, вот, но чтобы он у вас был перед глазами, и вы могли его использовать, где-то еще поддержать в каких-то других участках. То, о чем я говорил раньше. Потому что если вы будете все время намешивать, как бы возюкать на одном месте палитры, то у вас в конце концов там получится грязь. Или же, ну, как минимум, вы потеряете свои старые оттенки, которые уже набрали. На данном этапе, я думаю, нам лучше убрать фотографию с глаз. Она нам, в принципе, уже, ну, наверное, не понадобится. Так можно изредка на нее поглядывать. Почему, собственно говоря? Ну, тут дело в том, что у нас не стоит цели досконально все задокументализировать. Вот. Иначе наша живопись не будет ничем отличаться от фотоаппарата. Вот. Если вы обратите внимание, то сосенки, например, уже совсем другие у меня, нежели на фотографии.
Ну, например, одна из них чуть под наклоном я сделал. Остальные более пушистые, то есть на фотографии вот у них стволы снизу идут практически лысые и с отсутствием какой-либо растительности, вот веточек, иголочек. Ну а здесь же у меня они, например, уже с веточками, более такие живенькие, с иголочками и зелененькие. В природе, конечно, есть красивые, идеальные места, которые не хочется ничего убирать, не добавлять. Ну так вы так и рисуйте тогда. В общем, это дело вкуса и творческого подхода. Тут никаких инструкций никто вам не должен давать, что вам рисовать, а что нет. Также стоит помнить про то, что слишком много деталей на всей абсолютно работе тоже будет смотреться некрасиво. Это происходит из-за того, что глазу не за что зацепиться, нету акцентов. Вот именно детали нужны в акцентах. В данной работе, значит, акценты у нас это вот эти вот сосенки, лужи на переднем плане и на переднем плане растительность. Вообще акценты, как правило, ставятся или средний, или передний план, но я еще раз повторяю, это творческая работа, и она у вас может быть совершенно другой. Просто чрезмерное усердие в том или ином виде, то есть и детализации, и наоборот в размывании, оно ведет, как правило, к неинтересности в вашей работе для зрителя. Ему становится скучно, потому что глазу не за что зацепиться. Ну вот, наконец-то я добрался до наших луж. Это единственная вода в данном пейзаже, но поэтому стоит над ней более внимательно проработать. В общем-то, вы в конце посмотрите. Вот это тоже один из ключевых участков на данном пейзаже, как мне это представляется. Просто всегда нужно помнить, что первый план, он самый-самый главный, наиболее четкий, самый видимый, поэтому работа над ним должна быть особенно аккуратна и как можно более детальна. Обратите внимание, светло-желтый такой цвет, сразу поддерживаю я его и с другой стороны, и чуть-чуть на среднем плане.
Если помните, мы планировали с вами, что у нас будет горизонтальный формат пейзажа. Но работая над ним, я вижу, что мне не очень хочется делать его горизонтальным. И он больше будет напоминать ближе к квадрату, потому что с той стороны нужно или сильно много выдумывать, вот, что для как бы работы показательной, ну, которая на видео записывается, в общем-то, не очень, наверное, полезно. Где-то чуть-чуть я могу отступить, но совсем фантазийную работу и потом называть ее этюд будет не очень приятно. Продолжаем прописывать передний план. Работа над ним — это значительная часть работы, ну, по времени, наверное, как минимум четверть, треть, а то и половина работы над всей композицией вашей. Конечно, все зависит от вашего стиля, но в реализме это так. Старайтесь зрителю объяснять по возможности вашу живопись, то есть недостаточно просто нарисовать зелень на деревьях, да, не обозначив хоть немножечко ствола на них, потому что мозг так устроен, что он начинает не верить, если что-то недоделано, вот, и его фиг уже потом убедишь, что это дерево, вот, если на нем только крона и без ствола. И опять-таки все должно быть очень аккуратно сделано, потому что всегда нужно помнить, что дальний план, он самый дальний, в нем в принципе таких вещей может быть не очень много, и они как минимум должны быть еле заметны. Если они сами по себе не яркие, то есть, например, там мальчик какой-нибудь, мужчина идет в красной куртке вдалеке, да, так, конечно, его будет видно. Вот о чем я говорил, это уже явное такое отступление от нашей картинки на фотографии. То не нужно бояться, если у вас не ставить цели нарисовать все досконально точно, и вы чувствуете, что вам хочется здесь добавить тот или иной элемент пейзажа, почему бы и нет. Вообще кроны деревьев художники рисуют разными способами. Я тоже по-разному ее изображаю. Иногда расплывчатые пятна, иногда более детальнее. Но здесь сами сосны, у них такие иголочки остренькие, они где-то комками смотрятся, такими шариками плотными издалека. А вблизи, конечно, и тем более на фоне светлого неба, конечно, они будут такими остренькими, поэтому я не очень решил разбавлять водой эти деревья, чтобы форма была поострее. Чем ближе к нам, тем более цветные становятся пятна и контрастнее. То есть чувствуется, что не хватало. Я вот там чуть ли уже не черным, но черным старайтесь, ну, поменьше рисовать. Лучше набрать его
из цветов, например, красный, синий, зеленый, темно-зеленый или изумрудно-зеленый и ну, соответственно, темно-красный и темно-синий, они дадут вам почти что черный цвет, но он будет не совсем черным, а именно таким цветным. Вот. А если его еще разбавить водой, то он приобретет тот или иной оттенок, что зрителю будет гораздо интереснее. И вообще старайтесь избегать грязных пятен, чтобы, ну, даже несколько таких пятен на работе, крупных, заметных, они портят очень сильно впечатление. Конечно, если это, повторюсь, если это не стиль художника. Два ярких пятна в углу, они вот тоже именно призваны приблизить как можно ближе вот этот наш первый план. Вот сделать его более цветным. И вообще для акварели это характерно, цветность необычная. Пусть даже не естественно. Бывает же синих кустов и красной травы. Сразу, как минимум, наверное, бывает. Лужи, как я уже говорил, очень важны, поэтому они как отражают, как зеркало, понимаете, в них вот и солнце, и облака могут отражаться. Вот там, кстати говоря, если посмотрите прошлую серию, как раз между этими двумя лужами следы лося потом были. Он вот шел туда по тропинке к озеру. Делаем финальные как бы такие блики, то есть не то чтобы блики, да, но вот освещенные участки сосен, где-то какие-то веточки бликуют. Я так сокращу время, вам скажу, что я немножко переборщил с этими бликами, пришлось их в конце чуть-чуть изменить. Если обратили внимание, то я вот в данном этюде использовал белила. Есть несколько способов рисовать светлым на темном акварелью. Белила — это вот один из них. Вот, но лучше использовать не белила в акварельных красках, а гуашь или там подобное. Но есть и другие, есть маскировочные средства, то есть это такая прозрачная жидкость, которая высыхает, превращается в пленку. Вы рисуете, и туда не затекает краска. Потом это снимается, пленочка, пальцем, и получаются пустые места, которые вы можете придать светлые оттенки. Вот. Ну, есть и другие способы. Я как-нибудь в следующих видео, наверное, поподробнее расскажу про это, про все. Вот. Ну а на данном этапе мы плавно подходим к завершению. Вот сейчас последние контрастные маленькие детальки самого-самого первого плана, просто графически интересные. Надеюсь, что видео вам понравилось и пошло на пользу. Так что встречайте новые серии, подписывайтесь на канал. Счастливо, удачи, с вами был Игорь.